Я лічу, што гэта вельмі сімвалічна, што сёння аб новых мастацкіх практыкаў гаспадар Антонелли будзе распавядаць вот у гэтым памяшканні, дзе амаль што 1,5 гады таму Белгазпромбанк распавядаў пра тыя культурныя праекты, якія будуць здзейснівацца на гэтай пляцоўцы. Але сёння мы прыйшлі сюды, каб пачуць лекцыю гаспадара Антонелли. Хто ж ён такі? Ён даследчык, ён выкладчык, ён арт-крытык і куратар мастацкіх праектаў. Але ж я хочу пачаць з асабістай гісторыі нашага сяброўства, як мы з ім пазнаёміліся. Гэта адбылося ў Берліне ў 2015 годзе, калі нас запрасіла Міністэрства замежных спраў Германіі на фестываль Art Berlin Contemporary. І вось уявіце сабе, напэўна, 11 гадзіна ўвечары станцыя метро Котбуса-Тор, гэта раён Нойкёльн. Той, хто ведае, што гэта ў Берліне, разумее. Той, хто не ведае, гэта так вось неяк нагадвае шабаны ў 90-х. І вось станцыя метро і кіёск, які увесь замалёваны тегамі. І мы стаім, і гаспадар Антонелли пачынае распавядаць мне, што і як з'явіліся гэтыя тэгі, што хто быў першы, хто падтрымлівае сваім тегам, а хто 10 з тым, хто першы быў на... Даруйце. Елачка гарыць. Добра. Вось. І як гэты культурны феномен з Злучаных Штатаў з 70-х гадоў, з Бронксу, стаў культурнай з'явай, якая зараз сустракаецца амаль што па ўсяму свеце. І на Вялікай Кітайскай сцяне, і ў Мінску, і ў Нью-Йорку вы можете знайсці тэгі. І ён распавядаў гэта так цікава, што я шкадаваў, што я не магу дастаць свой смартфон, каб запісаць гэта, таму што увечары у Нойкёльне дастаць смартфон, гэта было вельмі глупа, я лічу. І вось тады гэта быў пачатак, ведаеце, у фільме «Касабланка» гаворыць, што гэта пачатак цудоўнага сяброўства. І вот я лічу, што нам вельмі пашчасціла, што гаспадар Антонелли пагадніўся прыехаць сюды, у Мінск, каб стаць незалежным куратарам і прадставіць свой погляд на выяўленчае мастацтва Беларусі. І вы можете убачыць гэты праект на пляцоўцы Арт Мінска, на цэнтральнай пляцоўцы у палацы мастацтва на Козлова 3. Каб не цягнуць час, я толькі хочу падзякаваць, па-першае, конечно, Белгазпромбанку, Газпромтрансгазу Беларусі, Мінгарвыканкаму, палацу мастацтва, ОК16, гаспадару Заборскаму і яго камандзе, Веранікі, і маім калегам з новай культурнай ініцыятывы Валентине Говор і Андрэю Хазяеву за тое, што дапамаглі ладзіць не толькі вось гэтую сённяшнюю лекцыю, але і увесь праект. А зараз the stage is yours. Prego, сеньор Антонелли, и ваши аплодисменты. Thank you so much. Спасибо большое. Thank you to my friend Alex, who was following me doing this crazy thing, reading the city in Berlin. Кто со мной, спасибо моему другу Александру, который разделил со мной это безумное путешествие по Берлину. This is supposed to be a lecture, but I don't want to bore you with a lesson. I have nothing to teach to nobody. I am basically a person. So this will not be a lecture. I hope we will engage and have some question and answer. I will pose you a question. I hope you will answer me. Это должна быть лекция, но я не хочу вам наскучивать уроками. Я не могу ничего никому научить, я всего лишь человек, поэтому я надеюсь на диалог, я надеюсь на вопросы с вашей стороны, какие-то комментарии. Okay. First thing is about
the title of this conversation is From Michelangelo to Bэнksi, Passing Through Malevich, Hyper-Contemporary Art Practices in the Transition Between Information and Narration. Сначала я хотела бы поговорить о названии этой лекции «Современное искусство от Микеланджело до Бэнкси через Малевича». I will try to convince you that art is not about answers, but is about questions. Я попытаюсь убедить вас, что искусство посвящено не ответам, а вопросам. And I will also try to convince you, I hope to succeed, that artistic practices able to interpret the zeitgeist are actually modernity multipliers, and I will tell you now what does it mean. И я также попытаюсь убедить вас, что современные практики искусства, которые интерпретируют zeitgeist, дух времени, также являются умножителями современности. И я объясню, что это такое сейчас. Zeitgeist is a German word to say the spirit of the times. Zeitgeist — это немецкое слово, которое обозначает дух времени. And spirit of the times, it's something that we try to get, even if it's immaterial, to understand where are we and in which relation are we with our context. И дух времени — это что-то, что мы пытаемся поймать, даже если он не материален, чтобы понять, где мы находимся, в каком контексте мы живем. As I deeply think that if a baby is a machine to build himself, an adult is a machine to build the other. И я глубоко уверен, что если ребенок — это машина по построению себя, то взрослый — это машина по построению другого. And the way we do it, it's through communication. И способ, которым мы это делаем, этим занимаемся, это коммуникация, общение. And from consciousness to existence, the communication is, and it influences the conscience of man that men have about their existence. Коммуникация находится между сознанием и существованием, и она влияет на то, какое сознание у человека появляется по поводу его существования. Then I told about modernity. Я также буду говорить о современности. But we are here talking about contemporary. Но мы здесь говорим о современности другого типа. Okay. What is the difference between modernity and contemporarity? Some one of you have an answer? В чем разница между модерностью, так сказать, и современностью? Может, у кого-то из вас есть ответ на этот вопрос? Looks like we have the story, then the modernity, in which we suppose it to be, and then the contemporarity. And then I added the hyper-contemporarity. What are these words about? У нас есть история, потом есть модерность, в которой мы, по идее, должны находиться сейчас, потом у нас есть современность, и я еще изобрел гиперсовременность. Так что значат все эти слова? I propose you to read this just as an historical perspective, a timeline based on the idea of linear time. Я предлагаю рассматривать вам это просто с исторической перспективы. Линейное время, у нас есть линия времени, That as an end. у которой есть конец. And this end is the redemption or the death. И этим концом является искупление или смерть. This has not even been like this. In the times
We had experienced it, the story told us that we have experienced it, the cyclic time. Then, after that, we had the linear time. Greeks used it to live in a cycling time according to nature. Это не всегда было так. История говорит нам, что когда-то мы испытывали циклическое время, сейчас мы живем в соответствии с линейным временем. А древние греки жили с циклическим временем. Looks like we live in a postmodern world. Похоже, мы живем в постмодернистском мире. So we imagine modernity as something that take us free from all times, from all what was involving us in the history before industrialization. Поэтому мы представляем модерность как что-то, что освободило нас от старых времен, от всего то, что происходило в истории до индустриализации. So we accord that modernity is industrialization and contemporarity is post-industrialization. Таким образом, модерность — это индустриализация, и современность — это постиндустриализация. We have a notion now that time is finished and world is finished. What does it mean? Сейчас мы думаем, что время закончилось и мир закончился. Что это значит? We know that the world is a globe, and we no more behave like to have a flat land with unfinished resources. Now we know that if we have 10, if we have 9, someone, assuming to let's say, in a 100% world, if we have 90%, someone must have 10%. Мы знаем, что мир — это глобус, и мы больше не верим, что у нас есть бесконечные ресурсы. И мы знаем, что если у кого-то есть 90%, то у другого есть 10%. But this is right for material objects, not for ideas. Но это правдиво для материальных объектов, но не для идей. That's why I told you that art practices are modernity multipliers. Поэтому я вам сказал, что практики искусства — это умножители современности. If you try to stop to look at the future as a timeline, если вы перестанете рассматривать будущее как линию времени, you can try to imagine the future as a parallel world. Вы сможете вообразить будущее как параллельные миры with different ideas. С разными идеями. I will present here a critical perspective about this. Я бы представил здесь критическую перспективу на это. And try to develop a semantic, syntactic and grammatical dimension of these artistic practices. И попытался бы развить семантическое, синтактическое и грамматическое измерение художественных практик. What joins Michelangelo? Что объединяет Микеланджело, Бэнкси и Малевича? Они все производили образы. And what about writers or poets? Are they builders or images, in your opinion? А что насчет писателей и поэтов? Они также производят изображения, по вашему мнению? They mostly look like builders of texts. В основном они производители текста. But what is the duty of a text? Is to create a mental image in your mind. В чем заключается цель текста? В том, чтобы создать ментальное изображение в вашей голове. It often happens that when you read a book and you go to see the movie about the book, you will be disappointed because your imagination usually did better than the director. Очень часто случается, что вы читаете книгу и потом идете смотреть фильм, снятый по этой книге, и вы выходите разочарованным, потому что этот фильм не соответствовал картинке в вашей голове. Text and books are a primary source of culture.
Тексты и книги являются первичным источником культуры. And the book have been the first repeatable good ever. И книга стала первым воспроизводимым товаром вообще в мире. Books and newspaper, they improved the born of ideologies. Книги и газеты, они улучшили распространение идеологии. And an ideology is just a rational discourse about ideas. И идеология — это всего лишь рациональный дискурс о идеях. Then radio and TV and cinema did the fire starter for the decline of this discourse. И потом телевидение, радио и кино начали закат этого дискурса. Transporting the space of elaboration of the contents Вместо того, чтобы объяснять содержание, from the conceptual symbolism of reading концептуальной символичности чтения, to the iconic symbolism of watching. они перешли к иконическому изображению визуального просмотра. And then we are now dealing with visual culture. И теперь мы живем в визуальной культуре. Visual culture is what we produce and we call, and part of this production is called art. Other part of this production is called design or advertising or whatever else. Мы производим визуальную культуру, и часть того, что мы производим, мы называем искусством, другую часть мы называем дизайном и так далее. Our relation with the others, what makes us alive, is about to have an idea of us in relation with the idea of the others. And it is what mainly artists wants to establish, relations. Наши отношения с другими, то, благодаря чему мы живем, заключаются в том, чтобы у другого сформировалось представление о нас. И в основном это то, чем занимаются художники. Они занимаются отношениями. Michelangelo was hired to establish a relation between humans and God. Микеланджело хотел установить отношения между людьми и Богом. But the question is, what was the intention of Malevich inventing abstraction, and what are the intention of Bэнksi inventing the one-bit image? Но в чем было намерение Малевича, когда он рисовал абстракцию, и в чем было намерение Бэнкси? To try to explain this, I have to introduce the notion of markets in art. Чтобы попытаться объяснить это, я должен представить идею рынка в искусстве. Art and art market are two different things. Искусство и рынок искусства — это две разные вещи. First, so the art is about things that you want to say to the world. Искусство работает с теми вещами, которые вы хотите сказать миру. Second, art market is about to own those things, able to say things to the world. Рынок искусства работает с желанием обладать теми вещами, которые заявляют что-то миру. But like in a Shakespeare tragedy, their destinies are crossed. Но как в трагедии Шекспира, их судьба не ясна. And the scheme of this relation is about love, so very difficult to understand. И схема этих отношений посвящена любви, поэтому это очень трудно понять. The simple wish to own these things, this object, capable to say things to the world, constitutes the device that activates the market of art.
able to generate enormous values. Простое желание обладать этими вещами, которые заявляют что-то для мира, составляют тот двигатель, который управляет рынком искусства, который создает очень большие ценности. These things capable to say things to the world, to a wide audience, are generally objects. Эти вещи, которые могут что-то заявлять миру, публике, чаще всего это предметы, But not always. но не всегда. And they are classified in base of support. An example, canvases, or classified by materials, bronze, an example, or classified by practices, installation or performance. И они классифицируются на основании поддержки, например, полотна, или на основании материалов, из которых сделан предмет работы, например, бронза, или на основании медиума, который был использован, например, инсталляция или перформанс. Anyway, they are normal objects. They are a kind of cultural objects. В любом случае, они не обычные предметы, они в какой-то мере культурные предметы. I imagine that a lot of you knows an artwork by Marcel Duchamp called La Fontaine. Я думаю, многие из вас знают работу Марселя Дюшама, которая называется «Фонтан». It's the artwork that started the contemporary art period, and it's basically how do you call it? A place where urinal. Yeah, it's basically a urinal. And why the urinal by Marcel Duchamp is an artwork and exactly the same is not. Moreover, we had an Italian artist called Piero Manzoni who filled a can with human, let's say, shit and sold it. And it's now, there are more or less 70 in the world of these cans, and they now worth 250,000 euro or $280,000. It's very much for a can of shit. Итак, почему писсуар Марселя Дюшампа является искусством, а такой же писсуар просто где-то в туалете не является? Более того, у нас есть в Италии художник Марио Антонелли, который заполнил жестяную банку фекалиями и продал ее за огромное количество денег. And this makes us suspicious. Are they kidding me? И это дает нам некоторые подозрения. Они что, издеваются надо мной? And another thing, when I carve and I found a statue from Romans or Greeks or medieval, I noticed that this is an artwork. But if I carve and I find a urinal or a can full of shit, how can I see, wow, I find a great artwork? It's impossible. И когда я вижу античные статуи римлян или греков, я вижу, что это работа искусства. Но когда я вижу писсуар или жестяную банку с фекалиями, как я могу назвать это работой искусства? Maybe something happened and they didn't inform us. Возможно, что-то случилось, и они нам не сказали. Well, there have been a long time that art was about beauty. Долгое время искусство работало с идеей красоты. Artist was inspired by nature and by people also. Художников вдохновляли пейзажи, природа и люди. And they started to represent images, to build images, as we do now, as every one of you is able to do now with your smartphones. И они начали представлять изображения, то, как вы можете сделать сегодня с вашим смартфоном. So there will be portraits and maybe landscapes in your smartphones.
Поэтому в ваших смартфонах можно найти портреты и пейзажи. And your camera is better than any Michelangelo. И ваша камера лучше, чем любой Микеланджело. But it's impossible for your camera to shot your interior idea of yourself, so your interior portrait, your feeling about you. Но ваша камера не может изобразить ваши внутренние ощущения, ваш внутренний портрет, то, что вы чувствуете о себе. And moreover, your interior landscape. И более того, ваш внутренний пейзаж. So that's what artists started to do when camera popped up. Поэтому с появлением камеры художники начали заниматься именно этим. And this was very controversial. An artist called Picasso started to break the figure. И поначалу это была очень противоречивая, скандальная практика. Например, Пикассо начал ломать фигуру. Then other artists started to work on deconstruct the form. Потом другие художники и художницы начали деконструировать форму. Then other artists, they started to deconstruct the sign. И потом другие художники зашли еще дальше и начали деконструировать знак. And here comes Malevich. И здесь мы видим Малевича. No sign, no figure, no form. Никакого знака, никакой фигуры, никакой формы. The only thing that can save us is basic geometry, a square. Единственное, что может нас спасти, это основы геометрии, квадрат. And audience posing themselves same question we pose ourselves in front of controversial object we have in front of us. Is this art? И аудитория задала себе тот же вопрос, который мы задаем себе перед противоречивыми объектами искусства. Является ли это объектом искусства? This is a good question for the historical horizon. Это It's a good question for historical horizon. Это очень хороший вопрос для исторического горизонта. It's a good question for market perspective. Хороший вопрос с точки зрения рынка. And it's a good question also for social meaning. И хороший вопрос для социального значения. Is this art? And so what art is? Well, we are supposed to answer this question, but you can answer this question just through some assumptions. Является ли это искусством и чем является искусство? One of them is that there is an entity that is supposed to put the stamp and say, this is art, this is not. Мы можем ответить на этот вопрос разными способами. Один из них – это найти какую-то инстанцию, которая поставит штамп и определит, это является искусством, а это не является. And as, let's say, evolved cultural society, we had it. We had academies. И в нашем обществе мы уже пробовали этот способ. У нас были академии искусства. But they was reasoning upon another assumption. Но они основывались на другом предположении. To define what is art, what is not. Определить, чем является искусство и чем не является. Maybe Anna needs a little drink. just a little stop. So, what is art, what is not art, and why things are art and things are not? And what can help us in distinguish what is art, what is not? Итак, чем является искусство и чем оно не является? Как нам разделить искусство и не искусство? We no more believe in entities with a stamp. We no more think that someone is in charge
to say what is art, what is not. Мы больше не верим в институции с печатью, мы больше не верим, что кто-то может сказать нам, чем является искусство и чем не является. But we cannot also left alone in taking this decision. Но мы также не можем долго принимать это решение. That's why a paradigm emerged. The paradigm of market. Поэтому появилась новая парадигма рынка. There are three spaces where art operates in. Есть три пространства, в которых действует искусство. Social space, Социальное пространство, power, власть and market. и рынок. The impact of art in social space is not measurable. Нельзя измерить влияние искусства в социальном пространстве. The impact of art in the power space is not measurable. Нельзя измерить влияние искусства в пространстве власти. But suddenly impact of art in market is measurable. Но на рынке можно измерить влияние искусства. The error now is to assume that this is the only measurement that we can apply to define art. И ошибкой было бы предполагать, что это единственное измерение, которое мы можем применить к искусству. And it's a fatal error to believe that the value of an artwork is its price. И это смертельная ошибка верить в то, что ценность работы – это ее цена. Do you agree with me? Вы согласны? The girl is saying yes. Someone doesn't agree with me? Кто-то со мной не согласен, может быть? Everybody agrees. Все согласны. The value of an artwork is not his price, right? Ценность работы не в ее стоимости, цене. Okay. Now, if I want to challenge you, Теперь, если я хочу вам бросить вызов, to bring me an artwork принести мне работу искусства, that has a big value у которой большая ценность, and a cheaper price. но которая очень дешево стоит. No answers? It looks like I'm contradicting myself. Похоже, что я сам себе противоречу. This is a market law. Это взгляд рынка. An artwork, the value of an artwork, it's its price. Ценность работы – это вот. But just in the market. We have no more translation. Let's do it. But just in the market. Но только на рынке. Okay. And just with objects. И только с предметом, посвящено только предметам. But if we look at the work of artists that are working in hyper-contemporary practices, Но если мы посмотрим на искусство, которое работает с гиперсовременными практиками, we see artists like Marina Abramovic making performances, мы увидим художниц, как Марина Абрамович, которая создает перформансы. and what do these artists sell? И что эти художники продают? Some one of you have an answer? Может, у кого-то есть ответ на этот вопрос? No? How Marina Abramovic? Oh yeah, They sell ideas. she sells ideas. Она продает идеи. Okay, she's selling feelings and experience. So I go to Marina Abramovic and I give her money and she give me feelings and experience. No, she doesn't sell feeling and experience. Yes, it's what you can feel when you go to see a performance by Marina Abramovic, but you don't pay to attend the performance.
То есть я иду на перформанс к Марине Абрамович, и она продает мне эмоции и чувства. This is another perspective. This just means that the market is just a place where art can take place. Это еще одна перспектива. Это показывает, что рынок — это всего лишь одно из пространств, где может проходить искусство. Art has a wide range of reasons. У искусства есть широкая вариативность причин. And it's really romantic and beautiful to look at art like something that is not related with material life. И очень романтично и красиво рассматривать искусство как что-то, что не относится к материальной жизни. But this means that the main protagonists of art, which are the artists, Но это значит, что главные протагонисты искусства, то есть художники и художницы, are supposed to do a job to earn their life and then make art to let us enjoy their art. должны ходить на работу, зарабатывать себе на жизнь и отдельно создавать искусство, чтобы мы могли наслаждаться им. But I claim for the artist the right to live with their work. Но я хочу, чтобы художники жили на их работу, на их создание. I had a lot of conversation with artists in these days I spent in this wonderful town. За те несколько дней, которые я провел в этом замечательном городе, я много разговаривал с художниками и художницами. And there was quite a distance with the market, a kind of, yeah, but I'm not commercial. И они часто держатся на отдалении от рынка и часто говорят: да, но я не коммерционный художник. So, what is the market? Чем же является рынок в таком случае? People here, artists used to say, I sell works belonging artists used to say, my works are owned by a private collection or from a museum collection. Художники часто говорят, что мои работы находятся в частной коллекции или в коллекции музея. Well, in art system, let's say we call customers collectors, but it's exactly the same thing. В системе искусства мы называем их клиентами и коллекционерами, но это практически одно и то же. Market is the people that buys the art of the artist. If you are an artist, I mean your art. Рынок — это люди, которые покупают ваше искусство, если вы художник. Market is the people that express this wish to own the artwork you made. Рынок — это люди, которые выражают желание иметь работу, которую вы создали. I've seen a lot of art production here. Я видел очень много производства искусства здесь. For most of this production, I asked to myself, И увидев все это производство, я спросила самого себя: how this artist thinks that this canvas or this sculpture can be hanged in a living room of a normal family. Думает ли этот художник или художница, что эту скульптуру или картину можно повесить в обычной гостиной обычной семьи? Simply, this artwork was not produced to be hanged in the living room of a normal family. Просто эта работа не была создана для того, чтобы повесить ее в гостиной обычной семьи. This artwork was produced to be hanged in a museum in a so-called called private collection. Эта работа была произведена, чтобы повесить ее в музее или в частной коллекции. Basically in idealistic institutions. В идеалистичной институции. So this art looks not produced to be in relation with everyday life.
То есть это искусство выглядит так, как будто оно не было создано для отношения с повседневностью. I would push the artist and all the creative community Я бы хотел подтолкнуть художника, художницу и все творческое сообщество to think at the creative production as something to be shared with everyday people. думать о творческой работе как о чем-то, что может быть разделено с другими людьми. For a long time, art have been a closed circle of professionals. Долгое время искусство являлось закрытым кругом профессионалов. And art is more now a public space. И сейчас искусство скорее является публичным пространством. In a closed circle of professional, they used to have their own language, their own symbols, their own ideas, all well shared. В закрытом круге профессионалов у них был свой язык, свои символы и свои идеи, которые они разделяли друг с другом. That's why they are a circle. Поэтому они круг. But public space is about plurality of ideas, plurality of thinkings. Но в публичном пространстве мы находим множество идей, множество способов мыслить. And especially plurality of languages. И особенно множество языков. Art doesn't need what we are doing now. Искусству не надо то, что мы занимаемся сейчас. Translation, I mean. Я имею в виду перевод. Art is, let's say, art is not exactly a language, but we can think at art as a faculty, the faculty of language. Искусство в точности нельзя назвать языком, но мы можем назвать это сегментом языка. And then everybody can build his own language and express their own ideas through shared language. И каждый может построить свой собственный язык и выражать свои идеи через язык, который мы разделяем. And this make happen that a crying woman I had the opportunity to exhibit in Palace of Art. И поэтому плачущая женщина, которую мне предоставилась возможность повесить в Дворце искусств, will be understandable from a Japanese to an Indonesian to an Italian to a Belarusian to whatever. будет понятно японцу, индонезийцу, итальянцу, белорусу и так далее. Even if this is not an image. Даже если это не изображение. This faculty develops a grammar, a syntax, and a semantic level. Этот сегмент языка имеет свою грамматику, свой синтаксис и свой семантический уровень. And we know now that grammar is something that is no more about rules, but is something we call generative. И мы сейчас знаем, что грамматику обсуждают не с точки зрения правил, а с точки зрения генеративности. Like Belarusian language is contaminated by all influences that arrives here. Как белорусский язык, на который было столько влияний со всех сторон. And must change her grammar to face these changements. И он изменял свою грамматику, чтобы справиться с этими влияниями. This starts a process of generation of new system of meaning. Это начало процесс создания новой системы значений. Then we have the second level, the syntactic level. Syntactic level is the structure of the meaning.
И далее у нас есть второй уровень, синтактический уровень. Синтактический уровень — это структура значения. which in art is the format. В искусстве это является форматом. Canvas, photography, painting, sculpture, photography, performance, installation, activism. Живопись, фотография, скульптура, инсталляция, активизм. And from research in cognitive science, we know that we understand things about the structure and not about the meaning of words. И исследования когнитивистики мы знаем, что мы лучше понимаем структуру, чем значение слов. But to have words, even new words, and a structure to put these words doesn't mean that we are able to communicate and be understood by the others. Но зная слова и даже зная структуру, в которой мы помещаем эти слова, не значит, что мы знаем язык и можем общаться с другими. This happens just when we tell a story. Это происходит только когда мы рассказываем историю. So when we use words and structure to achieve the semantic level, the meaning of everything. То есть, когда мы используем слова и структуру, чтобы достичь семантического уровня, уровня значения всего. Art does this work so well Здесь искусство работает так хорошо, that we put it in special structures called museums. что мы помещаем его в специальные структуры, которые называются музеи. That are basically boxes to collect, exhibit and transmit this object to posterity. Это в общем смысле коробки, где мы собираем, показываем искусство и отправляем его в вечность. But it is also a device that gives the value to the object inside. Но это также девайс, который придает ценность работе, которая находится внутри музея. Even if you don't understand it. Даже если вы ее не понимаете. If you see a painting by a classic painter in a museum, you don't get surprised. Если вы видите картину классического художника в музее, вас это не удивляет. If you find a can shit in the museum, maybe you get surprised. Если вы находите жестяную банку с фекалиями, то скорее это вас удивит. But you can say, okay, if it's in the museum, must be valuable. Но вы можете сказать, раз это в музее, то скорее всего это ценно. But museums, they have a problem. Museums are perimeters. Но с музеями тоже есть проблема. Музеи — это периметры. And perimeters have the bad habit to define what is in and what is out. И у периметров есть плохая привычка определять, что внутри и что снаружи. And what museum is, the institution of museum is saying us is that what's in the museum is culture, what is outside the museum is not culture. И то, что нам говорит институция музеев, это то, что внутри музея является культурой, а то, что снаружи музея не является культурой. But we all know that this is not true. Но мы все знаем, что это неправда. And moreover, the objects that are in the museum are made outside the museum in this non-culture background, which is the ordinary life and the public space. И то, что те предметы, которые находятся в музее, создаются вне музея, в повседневной жизни и публичном пространстве. So, I'm supposed to close now. But what I want to tell you is that it's no more time for these lines to define what is in, what is out. Мое время уже подходит к концу, но что я хотела бы вам сказать, это то, что время, когда линии определяли, что внутри и что снаружи, заканчивается. And also from the short time I've been here,
И с того короткого периода времени, который я был в Минске, I have seen this intelligent process taking place here in Minsk. я увидел, что этот процесс происходит в Минске. Grace to people who teamed up to create a network, to support, create, shake, stimulate. Я увидел группу людей, которые создали сеть, которая поддерживает, создает, стимулирует. My research is to fade those lines, to let them no more be just a line. Мое исследование состоит в том, чтобы размыть эти границы, позволить им быть чем-то другим, а не границами. But a kind of no man's land, Такой землей бродяг, where culture and non-culture can play the same game. Где культура и некультура может играть в одну и ту же игру. I did 2 posts on Facebook, one yesterday, one today, Я сделала 2 поста на Фейсбуке, один вчера, один сегодня, where I told about 2 museums in Minsk. где я рассказала о 2 музеях в Минске. First one was the Palace of Art, where I curate the exhibition. Первым был Дворец искусства, где я курировал выставку. And the second one was the public museum you are building now, and the place where we are is part of it. И вторым был публичный музей, который вы строите сейчас, и то, где мы находимся, является его частью. If you just think that this was a place for production, Если вы думали, что это просто место производства, and now probably it will be still a place for production. и теперь, скорее всего, оно останется местом производства. But first, he had to produce material object, Но в прошлом сначала вы должны были производить материальные объекты, and now will produce immaterial objects. а теперь здесь будут производиться нематериальные объекты. In Western Europe, we spent 40 years to understand to do that. В Западной Европе мы потратили 40 лет на то, чтобы понять, что этим надо заниматься. Here looks like you did it in a snap. Похоже, здесь вам понадобилось намного меньше времени. That makes you smarter than us and makes you the people who learned the lesson we didn't learn. Благодаря этому вы, скорее всего, умнее нас, и вы люди, которые выучили урок. That's why person like me, and I assure you a lot of person in Western Europe is looking at this part of the world, at your cultural production. Поэтому люди, как я, и я вас уверяю, многие люди в Западной Европе смотрят на эту часть мира и на эту часть производства культуры. Because we can't get enough to look around us and see just paradox and contradictions. Потому что мы смотрим вокруг себя и видим только парадоксы, противоречия. I know this is affecting also you, this paradox and contradictions. Я знаю, что это влияет также и на вас, этот парадокс и противоречие. But looks like that your answer is more effective than our. Но кажется, ваш ответ на эту ситуацию намного более эффективный, чем наш. Thank you so much. If someone has some question, I'm ready to answer. Thank you very much. Если у кого-то есть вопросы, можете задавать. Спасибо большое, Стефано. Я, наверное, чтобы было понятно всем по-русски. Когда вы пытались определить ценность искусства только ценой и ставили аудиторию в некую такую противоречивую ситуацию, вы забыли один параметр – время.
Мы очень много знаем произведений искусства в момент их создания, которые не стоили ничего. И с течением времени они становились там безумно дорогими. И обратную ситуацию, когда мы знаем, что писсуар может стоить 300 тысяч, сколько он будет стоить через 50 лет, не знает никто. Вот мне кажется, в этом и есть настоящее искусство, которое определяется не только ценой, но и временем. I'm very happy about this question. Okay, there is something I experience here. It's about art criticism. Кое-что, что я здесь увидел, это художественная критика, Which is more or less the only way we have to get an opinion about art. и это более или менее единственный способ, которым мы получаем мнение об искусстве. So we can assume if an art critic says this is a good piece of art, this piece must be valuable. То есть мы можем предположить, что если критик говорит, что это ценное искусство, то оно должно быть ценным. Well, this is no more true. Это больше не является правдой. Let's say for the market. По крайней мере, для рынка. The critic to criticism Критик и критика is about the fact that criticism must have a pre-built idea of art to criticize art. And it can be done, I mean criticism, just through comparison. должны иметь уже имеющееся мнение об искусстве, чтобы критиковать искусство. И это может быть так только в сравнении. And a pre-built idea of art is not acceptable. И какие-то имеющиеся уже мнения об искусстве нельзя принять такое положение вещей. So we do not more assume in Western Europe criticism as a tool to understand the value of an artwork. Поэтому в Западной Европе мы больше не предполагаем, что критика — это ценный инструмент, чтобы понять ценность работы. And basically, art critics stopped to criticize and started to practice and became curators. И критики перестали критиковать и занялись практикой и стали кураторами. So how the price, the value is decided? Well, there is a system is exactly as any production, distribution, and evaluation system. There are artists that work for the market in the sense that I told before that there are three spaces where the art operates: society, market, and power. Итак, как решается ценность и цена искусства? Это тот же самый процесс производства, дистрибьюции. И я уже упоминал, что искусство работает в трех пространствах. Activists try to conquer the power or to fight the power. Публичное пространство, власть и рынок. Активисты пытаются захватить власть. Social artists try to engage communities and let them feel better. Художники, которые работают с социальными темами, пытаются вовлечь сообщество. Other artists try to conquer the market. Другие художники пытаются захватить рынок. This is a practice that can have relation with money and value and can create this overvalue. But creation of this overvalue is not just an artist's prerogative. Это практика, которая может создавать отношения с ценностью и деньгами, и может даже создать превышенную ценность. And it's based on a system, on a network,
based on institutions, collectors, artists, and let's say cultural shakers. И она основана на системе, на институциях, коллекционерах, художниках и других аспектах рынка. These players are at the same level, Все эти игроки находятся на одном уровне. but there is one player that is in another level, and it's the media player. Но есть один игрок, который находится на другом уровне, и это медиа. When an artist wants to conquer the market, it has to conquer the media. Если художник хочет захватить рынок, то он должен захватить медиа. I will tell you a short story. Я расскажу вам короткую историю. I worked with a Russian collector Я работал с русским коллекционером, who wanted to impress his friends with a 30 million euro artwork in his living room. который хотел впечатлить своих друзей и купить очень дорогую работу и повесить в своей гостиной. I suggested him to buy Mark Rothko, Я предложил ему купить Марка Ротко. an incredible artist with more and more increasing value. Потрясающий художник, который набирает сейчас влияние и ценность. He was agree and he bought. Он согласился и купил работу Ротко. After 1 month, he called me back Через месяц он мне перезвонил, saying, "Nobody understand. I have a $30 million canvas in my living room." и сказал, что никто не понимает, что у меня в гостиной висит работа, которая стоит $30 миллионов. Because Mark Rothko is not mediated. Потому что Ротко не так часто появляется в медиа. Maybe it's better Damien Hirst? Может, лучше посмотрим на Демиана Хёрста. I said, yeah, let's buy Damien Hirst and let's give back Mark Rothko. Я сказала, да, давайте купим Хёрста, а Ротко отдадим обратно. So recognizable art is something that can be effective in social, let's say, in the social scale. Поэтому искусство, которое узнают, это то, что может быть влиятельным на социальных масштабах. And the price of an artwork is a social convention. И цена работы – это соглашение общества. The real value of the artwork the Russian collector bought is more or less $150, which is the price of the canvas and the wood of the frame. Настоящая ценность работы, которую купил российский коллекционер, примерно $150, что является суммой стоимости полотна и рамы. There is a lot of colored circles in this canvas, but the color of painting, I don't think it worth a lot. So why this painting cost 30 million euro? На полотне изображены цветные круги, но я не думаю, что цветная краска стоила очень много. Почему же тогда эта картина стоит $30 миллионов? Because there are more than 2 people that want to own it. Потому что в мире больше 2 людей, которые хотят обладать этой картиной. Is the wish I mentioned at the beginning of the speech. This wish creates the markets. Это то желание, которое я упоминал в начале моей лекции. Это желание создает рынок. If you will not desire an artwork to be hanged in your living room or in your sleeping room, Если вы не хотите, чтобы работа находилась у вас в гостиной, art will not have a value. то у этой работы не будет ценности. And the real value, the price of an artwork is just what the customer is available to pay for. И настоящая цена работы заключается в том, сколько готов заплатить клиент. And it's very easy to prove it. И это очень нелегко определить.
I can take whatever artwork we hang at the Palace of Art. Я могу взять любую работу, которую мы повесили в Дворце искусств, And set him for $1 million. и попытаться продать за $1 миллион. Then I ask for collectors and nobody wants to buy it. И я спрошу у коллекционеров, кто хочет ее купить. They probably will say it's too much. Скорее всего, они скажут, что это слишком много. Then I start to calm down the price. Тогда я начну понижать цену. At a certain point, someone will say, for that price, I want it. В какой-то момент кто-то захочет эту работу за ту цену, которую я назову. That's the price. И тогда это будет ценой этой работы. However, this is quite normal if everybody's fair in the market. И довольно нормально. Everybody's fair in the market. Is it okay? This is a good thing if everybody is fair. Если все на рынке Plays честны, fairly. играют честно. But market is a savage, is a wild place Но рынок — это дикое место, where you can become really rich or really poor. где можно стать либо очень богатым, либо очень бедным. And it's as ordinary life is not a fair place. Как и в обычной жизни, это нечестное место. But to conquer the media is a good way to conquer the market. Но захватить медиа — это хороший способ захватить рынок. I hope I answered the question. Надеюсь, я ответила на вопрос. Is there other questions? Еще какие-нибудь вопросы есть? Okay. Okay. Спасибо большое. Я Thank тоже you very могу much. чтобы вопрос услышали все. Скажите, пожалуйста, Поближе можно. как вы определяете целеполагание художников в домодернистскую эпоху, модернистскую и постмодернистскую? На мой взгляд, это, если отойти немножко от рынка, а уйти к вообще вопросу цивилизации, развития, да, и развития искусства вместе с миром человека и цивилизацией, вот целеполагание до индустриализма, в расцвете его и в постиндустриальную эпоху. Что движет художником, о чем думает художник, если отвлечься от медиа и рынка? Что им движет? No, I think goal of the artist is exactly the same. The way they try to achieve the goal has changed. Goal of the artist is, I think, to be loved by audience, loved by people, and to try to represent feelings. Я думаю, цели художника всегда остаются одними и теми же. Они могут выбирать разные способы достижения этих целей, но я думаю, цель художников и художниц — это быть любимыми народом, публикой. And experimenting new languages doesn't mean that old languages are useless. И экспериментируя с новыми языками, эти эксперименты совсем не значат, что старые языки бесполезны. We exhibited in the Art Palace a magnificent synthesis of old and new conception of art with this painting with a huge Renaissance battle with aliens inside. Во Дворце искусств мы выставили работу, которая является синтезом новых и старых языков. Классическое изображение битвы с чужими Ридли Скотта вместо людей. So to answer the question, I think just that the languages, instruments, tools to achieve the same goals are always in evolution.
То есть, отвечая на вопросы, на вопрос эволюционируют языки, навыки, инструменты, которыми достигается одна и та же цель. In the thing that makes the difference from modernity to contemporarity То, что отличает модерность от современности, is probably that modernity had an idea of future. это то, что в модерности была идея будущего. Contemporarity develops an idea of eternal present. Современность развивает идею настоящего. In some circle, let's say cultural circles in Western Europe, we used to call this Anthropocene. В некоторых кругах, например, культурных кругах в Западной Европе мы называли это антропосия. Like the era of the anthropos, of man's. От слова антропос — человек. And moreover, the era of man is supposed to explore a new place that we call the sixth continent. Эра человека, антропосия, должна исследовать новое место, которое мы называем шестой континент. And this is a work for you, new generations, because this continent is internet. И это работа нового поколения вашего, потому что это континент, это интернет. And we are pretty sure that you will reveal us a new world with new ideas through technology. И мы уверены, что вы откроете нам новый мир с новыми идеями через технологии. Okay, I hope to I answered to the question. Надеюсь, я ответила на Stop вопрос. to clap. Is there some more questions? Еще какие-нибудь вопросы есть? Да, спасибо, Стефано, за вашу лекцию. Вы сегодня сказали то, что, допустим, о чем я думала раньше, но не могла систематизировать. Но у меня вопрос: как думаете, сколько людей сегодня поняло вашу лекцию? Я говорю это к тому, что нужно быть достаточно осознанными людьми, чтобы понять и услышать вас. И большая ли пропасть будет в будущем между людьми, которые воспринимают картины и воспринимают искусство чувственно, и те, которые применяют какую-либо шкалу для оценки мастерства художника и оценивают только лишь с одной стороны, со стороны мастерства? Thank you for your question, first of all. Спасибо за вопрос. Well, this is why I started a question and answer session, because it's not supposed that everybody understand what I'm saying. Ну вот почему я и хотела, чтобы у нас была Q&A-сессия, потому что не все, возможно, поняли, что я хотела сказать. But from my point of view, I pretend you to go in deep. Но с моей точки зрения, я хочу, чтобы вы глубоко думали. And not just be stuck in conventional meaning. И не застревать в конвенциональных значениях. It's probable that majority of you will go back and say, what this guy was talking about. Возможно, большинство из вас пойдет домой и будет говорить, о чем он вообще говорил. And it's generally my feeling when I go at lectures. И чаще всего именно так я себя чувствую, когда хожу на лекции. But maybe someone of you got something and maybe wants to go and explore
more about what I was talking about. Но, возможно, кто-то из вас что-то взял для себя сегодня, и они хотят продолжать исследовать то, о чем они услышали сегодня. We are all experiencing a great world changement. Мы все переживаем сейчас большое изменение мира. I experienced that you call here communist what we call in my country fascist. And it's incredible. Здесь я понял, что то, что вы здесь называете коммунизмом, в моей стране мы называем фашизмом, и это потрясающе. General crisis disorient people. Кризисы чаще всего дезориентируют людей. Words become polysemic. Слова становятся полисемантичными. We no more have the same meaning for the same words. For me, this means this. For you, this means that. Больше нет одного и того же значения для одних и тех же слов. Для вас это может значить одно, для меня что-то другое. But we are happy when we are all agree with the same meaning of the same word. In example, let's go to drink a vodka. Но когда мы соглашаемся все об одном значении одного и того же слова, мы счастливы. Например, фраза «давайте пойдем выпьем водки». We are not polysemic on this. Мы совсем не полисемантичны по этому вопросу. We all understand and we go to drink the vodka. Мы все понимаем это и идем пить водку. Second part of the question is about the feelings and emotions. Вторая часть вопроса была про эмоции и чувства. I know that it's not a good news to say to an audience about art that feeling and emotions are just a private vision of art. Я знаю, что это не самые приятные новости сказать аудитории, что эмоции и чувства — это лишь частное видение искусства. Believe me, there is no artist able to create, build, construct, build or create an emotion. Поверьте, не существует художника, который может создать или построить эмоцию. There are just artists able to construct, build and create the representation, the trigger or the symbol of an emotion. Художники могут только построить репрезентацию, катализатор или изображение эмоций. I've seen people starting to cry in front of a canvas. Я думаю, люди начинают пытаться на полотне. But if you look at this image, you are talking about someone who is crying in front of a piece of textile with paint-colored painting and some wood. What does it mean? Но если вы посмотрите на изображение, вы увидите кого-то, кто плачет перед полотном, рисуя на полотне, и что это значит? What makes this meaningful is just the relation you have with the artwork. Что придает этому значение, это отношение, которое у вас появляется с работой. Believe me, the ideology of creativity is just an ideology. Поверьте мне, идеология креативности — это всего лишь идеология. So, a rational discourse about ideas. Это рациональный дискурс о идеях. The capability of an artist to trigger emotion Способность художника или художницы вызвать эмоции exists just if you are able to have emotions. Существует только если вы можете испытать эти эмоции. Without someone in front of an artwork, you don't have an artwork. Без человека перед работой искусства у нас нет работы искусства. In terms of principles, if nobody had ever seen Sixtine Chapel doesn't exist.
Таким образом, если никто не видел Сикстинскую капеллу, то ее не существует. The more Sistine Chapel arrived to majority of people through an image, so a representation of itself, or we can say a mediation. Более того, большинство людей видели Сикстинскую капеллу только на изображениях, то есть репрезентации самой себя или медиации самой себя. And more, Sixtine Chapel is for majority of people just one image, two fingers more or less touching each other. This is a synthesis by iconography. И более того, многие люди ассоциируют Сикстинскую капеллу только с одним изображением прикосновения двух пальцев. Это является синтезом иконографики. So the enormous complex work become known to people by small images through newspapers or internet social networks, and moreover well known by a single image describing the whole world. И эта огромная сложная работа попадает к людям в виде изображений в газетах или в интернете, и более того известна только одним своим фрагментом. Art is about life, and we are not simple things, simple object. We are complex object. Искусство работает со сложностью, и мы не простые люди, вещи, мы сложные объекты. And iconization process is the process through which you simplify, you banalize complexity. И иконизация имеется в виду делание чего-то иконой в семиотическом смысле, иконическим изображением. Это упрощение этого явления. And the idea to relate feelings with art is not so effective. И идея соотносить искусство с чувство с искусством не очень эффективна. I had big troubles in front of an artwork. У меня были большие проблемы перед работой искусства. But I also had same troubles last night when Roma loses with Liverpool. Но у меня также были такие же эмоции прошлой ночью, когда футбольный клуб Рома проиграл Ливерпулю. And this match was not an artwork, but something by Francesco Totti was an artwork, believe me. И этот матч не был работой искусства, но что-то за авторством Франческо Тотти является работой искусства. In old times we used to say that beauty is in the eyes who is watching. Мы часто говорим, что красота в глазах глядящего. Maybe we can say now that art is in the heart of who is in listening or is attending to the world. Может, теперь мы можем сказать, что искусство находится в сердце того, кто присутствует. Believe me, there is probably a lot more creativity in a worker's day, in the worker who had to set up all of this today, that in the artist that this morning sit in front of a canvas. Поверьте, в работе, в обычном дне человека, который устанавливал всю эту технику, больше творчества, чем в работе художника, который начал свой день с рисования на полотне. Art is not a one-way creation. Art is always about co-creation, even in the value. Искусство — это не одностороннее создание, это всегда создание в кооперации с кем-то. I would leave you, giving you the opportunity to become all of you collectors of art. Я хочу вас оставить с возможностью стать коллекционерами искусства. I hope each one of you have the possibility to spend $35
to buy an artwork. Я надеюсь, у каждого из вас есть возможность потратить $35 на работу искусства. If someone of you is aware or is have ever seen or knows the name Obey, Может, кто-то из вас знает или видел имя Обей? Obey is an American artist, Обей — это американский художник, used to be a street artist, который раньше занимался стрит-артом, that became world popular by making the portrait of Barack Obama, the blue and red portrait. который стал популярным во всем мире благодаря своей работе портрета Барака Обамы, синий-красный портрет. This artist sells original artworks for $1,000 or $100,000. Работы этого художника стоят тысячи и сотни тысяч долларов. But he is also interested in everyday people. Но он также заинтересован в обычных людях. And so he produces a series of prints И поэтому он производит серию постеров, that you can buy over internet with a special deployment, let's say release. которые можно купить через интернет после каждого выпуска. And you can buy them going there now. И вы можете купить их прямо сейчас. If you go to the Obey Giant store, you can buy for $35 a screen print by Shepard Fairey that arrives in your house in 1 week. Если вы зайдете на сайт Obey Giant, вы сможете купить один принт за $35 Шепарда Ферри, который будет у вас дома уже через неделю. Signed and numbered by the artist. Который художник подписал и оставил номер этого принта в выпуске в серии. This is an original work signed by Shepard Fairey. Это оригинальная авторская работа, подписанная Шепардом Ферри, художником. You can have it for $35 plus shipping costs. И вы можете купить ее за $35 плюс доставка. This to demonstrate that art is not just about millions and whatever. So, Я рассказываю это, чтобы продемонстрировать, что искусство не обязательно стоит миллионы. finally, someone grabbing his smartphone. Наконец-то кто-то зашел в свой смартфон. That's exactly what you have to do. Go Именно in the это вы shop должны сделать, зайти на and buy сайт the print. и купить принт. Some of these Постер. prints Некоторые из этих постеров, released 3 years ago, 5 которые years были ago, выпущены 3 или 5 лет назад, now cost $5,000. теперь стоят $5,000. Some of them stays at this price. Некоторые из них не изменили свою цену. If you go over eBay, Если вы зайдете на eBay, you will find a huge secondary market of Shepard Fairey prints. вы увидите гигантский вторичный рынок работ Шепарда, Same as Banksy. так же, как и Бэнкси. Banksy is 8 years that no more produces prints. Бэнкси уже около 8 лет не делает постеры. But in 2004, I had the chance to buy a balloon girl. You know this image with the girl losing the love balloon, which is a thing about disillusion. Но в 2004 году у меня был шанс купить его постер с девочкой, которая отпускает красный воздушный шарик, который посвящен дезиллюзии, For 45 pounds, за 45 British pounds, фунтов, more or less примерно, 50 euro. примерно 50 евро. Actual value of the balloon dog is $100,000. И настоящая ценность на данный момент $100,000 этого принта. Start to explore the art world and the art market. Начинайте исследовать мир искусства и рынок искусства, And you will find that it can fit your ideas. и вы поймете, что он подходит к вашим идеям. Did I answer the question? Я ответила на вопрос. More or less. Other questions?
Other questions? Еще вопросы есть? One more? Есть. One more. Скажите, пожалуйста, No. She wanted to make another. Yeah. как думаете, на ваш взгляд, что произойдет с учебными заведениями, которые и как будут оцениваться работы студентов в будущем? Учитывая, что границы и рамки стираются сейчас. I think that students that wants to learn drawing, painting, sculpting, it's a great thing, and it gives them big skills, and this will for sure affect their impact in the art world. Я думаю, что студенты и студентки, которые хотят изучать рисование, живопись и скульптуру, эти навыки пригодятся им, навыки классического искусства, и помогут в будущем. And I think that artists that are informed by art, historical culture have something more than other artists. И я думаю, что художники, которые изучали историческую культуру, культуру, которая у нас уже была, имеют какое-то преимущество перед другими художниками. But in this process there is also a trap. Но в этом процессе тоже есть ловушка. That artists start to do post-production. Что художники займутся постпродукцией. To let you explain better what I have in mind, I will make an example. Я приведу пример, чтобы объяснить лучше, что я имею в виду. If I can do an artwork bringing the Marcel Duchamp urinal and making some spray over, okay? Я могу создать работу искусства, сломав писсуар Дюшампа и что-нибудь распылить над ним. This is an artwork that can be understood only if you know the story about Marcel Duchamp. Эту работу можно понять только если вы знаете историю Марселя Дюшампа. And in my personal opinion, is a little boring. И по моему личному мнению, это немножко скучно. It's like when you go to see a movie about people who does movies. Movies? Это если вы пойдете смотреть кино, в котором показывают людей, которые делают кино. We call this post-production. Это мы называем постпродакшеном. It means that an object must be informed by another object, and it has a meaning just if this chain of information is still in place. If this chain is broken, you no more understand what you have in front of you. Это значит, что этот объект проинформирован каким-то другим объектом, и он работает только если существует эта цепь информации. Если эта цепь сломана, то этот объект не имеет никакого смысла. Did I answer the question? Я ответила на ваш вопрос. Добрый вечер. Во-первых, большое спасибо, что вы даете возможность углубляться в интересную тему. И мой вопрос касается одной из 3 парадигм, социальной парадигмы искусства, про которую вы говорили. Да, и связан с вопросом, который задавала девушка по поводу идеи в искусстве, идеи художника при создании произведения. Так, я услышала то, что, может быть, коммунизм и фашизм, скажем, в интерпретации разных людей может быть одним и тем же социальным явлением. Наверное, так может быть, да, потому что сама форма управления там диктаторская, то есть форма, она одинаковая, но идея,
скажем, коммунизма сделать счастливым весь мир, а фашизма сделать только, так сказать, одну нацию. В этом и есть разница лично для меня. The form is the same dictatorship, but the ideas behind it, communism to build a happy nation at the expense of the others, are very different. Так вот, возвращаясь к искусству, вопрос. Мне кажется, что излишняя социализация искусства в настоящее время приводит к тому, что форма в результате затмевает ту идею, которая была, например, в искусстве Возрождения, в том классическом искусстве, то есть гуманизм и так далее. И Can I first answer the It wasn't the question yet. Okay. about fascism and communism? По поводу коммунизма и фашизма. Is my surprise was not about fascism and communism and what they wanted to do. Is what we call fascism, what we nominate as fascism, the word we use to indicate an idea, is in my country exactly the opposite, the supposed to be opposite of what is here. And it is about just a contradiction of the capacity of nomination. When we nominate something, we create something. Nomination is the first faculty of language. Oh, sorry. По поводу коммунизма и фашизма, то, чем я был удивлен, это то слово, которое мы используем для описания фашизма в моей стране. Оно, по идее, должно являться полной противоположностью слова коммунизм, но при этом я видела, что была какая-то подобность. И это то, как мы используем слова, то, что мы называем какие-то явления, мы создаем новые явления в этом мире. Можете задать. Да. И вот в продолжении этого формализма вопрос в том, иконизация искусства. То есть, когда мы, скажем, получаем образ, вот созданный, там, не знаю, Сикстинская капелла и так далее, да, который запечатывается в сознании людей. Не рискуем ли мы уже вот в современном мире получить, в качестве иконизации, не знаю, там, в лучшем случае работы ОБ, может быть, в конечном итоге, там, не знаю, писсуар станет нашей иконой. Вот в этом вопрос. То есть социализация не является ли она для, вот как в вашем понимании, такой немножко... Что вы имеете в виду под социализацией, чтобы перевести? Да, именно это. То есть не идея какая-то, так сказать, гуманитарного содержания, а именно такого социального плана, более упрощенного. Form overshadows the idea behind the form. Understand? Form overshadow? The idea. What does it mean? Or to overshadow? To cover, to mask, to. Form? Okay. If form. The idea, yeah, and she's saying that What in? the idea of the art. In which context? So say it again because she didn't understood. She's giving you an example. But I'm not understanding, Anna. So Let me translate it to the end. You're still not understanding. I don't understand what you're talking about. So if you start giving an example, I don't understand what before. Можете еще раз повторить вопрос, пожалуйста? If you can be synthetic. Да. Вопрос в том, что если, скажем, в классическом искусстве идея важна, The idea was the most important thing. то Okay. в современном искусстве очень часто социальный аспект становится идеей создания произведения. The social Высокая какая-то aspect гуманитарная идея, is the idea of the I do understand. and I do understand. Okay. humanitarian idea. I think in classic art
was not exactly the idea, the important thing. Я думаю, в классическом искусстве это была не идея, которая была самой важной составляющей. Was more important the capability to represent the nature. Это была способность представлять природу, To replicate, повторять, to give an artificial representation of something. That suddenly this give the power to symbolism, because the object deprivated of its function is just a symbol. If I put a tree is useful. If I put a sculpture of a tree is useless. So it's the symbol of the trees. давать искусственную репрезентацию явления в мире. И это дало начало символизму. Символ не является объектом. Очевидно, если у меня есть дерево, то оно полезно. Если у меня есть скульптура дерева, то она уже менее полезна и становится символом. But classic art, we can divide classic art from what we call classic art, so Greek and Roman art, from what happens after. Но классическое искусство мы можем разделить то, что является классическим искусством от греков, древних греков и древних римлян, от того, что происходило после них. Greek classic art aimed at representing the immaterial world imagined by Greeks. Греческое классическое искусство представляло нематериальный мир, который воображали греки. Gods, semi-gods, Боги, полубоги и так далее. and what is called the cosmogony of the Greek world. И то, что называют космогонией греческого мира. Romans, they didn't. Romans, they started to celebrate normal people. Римляне этого не делали, они сместили фокус на обычных людей. And they achieved the symbolic lessons from Greek to elevate at God's emperors. И они использовали символические уроки греков, чтобы возвышать императоров и царей. But the artists, in this case, Roman and Greeks, was not the artists. Но художники в этом случае, древние римляне и греки не были художниками. The artist was the commissioner. Художники были комиссионными художниками, The one которые who работали на ordered the заказ. artwork. То есть те, кто заказывали работу, были настоящими художниками в этом случае. Greek sculptors, they didn't make statues for themselves. Греческие скульпторы не создавали статуи от себя. There was commissioned by the city, commissioned by the power, basically, and rich people. Они работали на заказ от города или от богатых людей. And this happened until Romanticism, more or less. И так продолжалось до романтицизма. Art, classic art we know, have just been commissioned. Классическое искусство, которое мы знаем, все было создано на заказ. Art for myself as an artist starts 150 years ago. It's a really short time for civilization. It's nothing. Искусство, которое художники создавали для самих себя, началось примерно 150 лет назад. У него очень короткая история. And started with a huge crisis of suicides in Germany during the first year of 1800.
И она началась с огромного кризиса самоубийств в Германии, который случилось в 1800 году. And the soundtrack was Mahler. И саундтрек к этому всему был Mahler, Gustav Mahler. Густав Малер. Contemporary art and modern art Современное искусство have a different paradigm. Modern art wants to emancipate from this. You must do this, this is art, this is not. Modern art, the avant-garde, try to set us free from these obligations. Авангард и искусство модернизма попытались освободить нас от всяких обязанностей, от указаний, что ты должен делать это и это. In France, they destroyed the figure, then the form, then the sign. In Italy, we destroyed the canvas, we cut it, we burned it. Artists really, if you look at art history of avant-garde, looks like you ate canvases. You really ate them. But because it was the symbol of art, and it was also a kind of obligation to do that. Во Франции художники разрушили фигуру, форму, знак. В Италии они разрушали сами полотна, они их резали. Если посмотреть на то, что происходило после модернизма, после периода модернизма, кажется, что эти полотна чуть ли не жевали, потому что художники чувствовали обязанность сделать это. Now we have magnificent concepts like abstraction. Теперь у нас есть потрясающие полотна, например, абстракции. But if I ask to my grandmother, if I tell her abstraction, she cannot even understand what I'm talking about. Но если я скажу моей прапрапрабабушке абстракция, она даже не поймет, о чем я говорю. And also if I ask someone of you, what the fuck is abstraction? I'm not sure every one of us is able to answer, but we know what it is. И если я у кого-нибудь из вас спрошу, что такое абстракция, я не уверена, что все смогут ответить. Basically, abstraction is more or less like Einstein theory. Most of people think that object, they fall down because there's a kind of attraction by the earth. Абстракция в какой-то мере это как теория Эйнштейна. Большинство людей думают, что объекты, предметы падают, потому что есть какое-то притяжение от Земли. Isn't it? Не так ли? Or you have another У вас theory. есть другое Because объяснение. Einstein told us another thing. Потому Object, что they fall Эйнштейн- down because the mass of the earth curved the space. So this is the shortest way to make the curve. Потому что Эйнштейн рассказал нам совсем другое. Он сказал, что масса Земли искривила пространство, и это падение — это самый короткий путь в этом искривленном пространстве. Abstraction is more or less the same thing. Abstraction is the opportunity art took to let art himself understand that painting, just the act of painting could be enough to be art. Абстракция — это примерно то же самое. Это возможность, которую искусство использовало, что сам процесс живописи может быть достаточным. And this wonderful thing was distilled here. И одна из замечательных вещей произошла здесь. So after classic art, that was quite, let's say, you feel well secure with classic art.
После классического искусства, которое является довольно безопасным, after that, artists decided to explore. после этого художники решили исследовать. It's like we try to go into space Это как мы отправляемся в космос, without knowing what не зная, could go что on. нас ждет. And so arts is a big trip, is an adventure where we can have incredible encounters and also totally useless things. И искусство — это путешествие, это приключение. Мы можем встретить невообразимые потрясающие вещи, но также и совершенно бесполезные вещи. I had a talk with persons here, and they told me we don't love Jeff Koons because it's a market artist, or it represents the classic market artist. В одном из разговоров, которые у меня здесь были, мне сказали, что я не люблю Джеффа Кунса, потому что он представляет классического рыночного художника. But I would tell to the people who think this, Но я бы хотел сказать людям, которые так думают, that Jeff Koons did a sculpture 20 years ago что 20 лет назад Джефф Кунс создал скульптуру, that is about the equality of power. которая посвящена равновесию власти. It's a cube, Это куб, a big cube, большой куб, glass, стеклянный, full of water, заполненный водой, with a basketball ball с баскетбольным мячом, that floats slowly in the middle. который медленно плавает в центре куба. And his intention was the representation of what we could be if we was all equal, a perfect equilibrium. Его намерением было показать то, чем мы могли бы быть, если бы мы были все равны, идеальный эквилибриум. And the name of the artwork is Equilibrium. И название работы «Эквилибриум». And when you are in front of the cube, you cannot believe this ball does this. И вы, когда видите ее перед собой, вы не можете поверить, что кто-то это сделал. And you cannot understand how it's done. И вы не понимаете, как это возможно, как это сделано. And actually he did it with the consultancy of a Nobel Prize for Physics. И он создал эту работу вместе после консультации с физиком, который выиграл Нобелевскую премию. And Jeff Koons did much other things, but after you do that, you can do the balloon dog and become rich. И он делал другие вещи, но после того, как вы сделали такую работу, вы можете создавать всю свою жизнь надувные скульптуры из надувных шариков и быть богатым. And you can start a layer of market that was unthinkable before. 30 million euro market. И вы сразу можете продавать свои работы за $30 миллионов. Is there some artists between you? Среди вас есть художники? Come on. Okay, first one. Okay. I want to ask to an artist Я хочу спросить у художников, that he have ever thought about the price or the level of price in producing the artwork. I mean, думали ли вы когда-нибудь о цене или об уровне цены, когда представляли работу искусства? if I produce enormous wheels in iron, yeah. Если я создам огромные колеса, I already have the idea that someone have to buy them and they cannot cost $100. у меня уже есть идея, что кто-то должен купить эту работу, и они не могут стоить сотни долларов.
in your opinion, if I produce an object that costs 10 rubles, По вашему мнению, если я создам предмет, который стоит 10 рублей, what's the market layer I'm in competition with? на каком уровне, ценовом уровне рынка я хочу быть? It's the 10 rubles market layer, Это уровень and it's 10 full of рублей. objects. И он полон предметов искусства. If I produce 30 million rubles products, Если я произвожу предмет, который стоит 30 миллионов, have I more or less competitors? у меня будет больше или меньше конкурентов? Less. So it's more easy for me to find a customer. Поэтому мне будет легче найти клиента. You know, in Italy we do supercars. В Италии мы создаем супермашины. Ferrari, Lamborghini, Феррари, Maserati. Мазерати. And whatever. These people, everybody in the 60s, not everybody, but started the car industry. В 60-х эти люди запустили автомобильную промышленность. And Enzo Ferrari was there saying, okay, there is Agnelli that does Fiat for everybody. И Энзо Феррари сказал, да, конечно, для каждого есть Fiat. And Alfa Romeo does car for everybody. Lancia does car for everybody. И другие компании есть, которые тоже производят машины для каждого. Market is full. Рынок переполнен. I will do cars where there is no offer. Я буду делать машины для рынка, для которого еще нет предложений. So artists. Поэтому художники. If you produce object that costs $1,000, they will compete in the $1,000 market, and it's a very, 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 very competitive market. Если вы делаете работы, которые стоят $1000, то вы будете соревноваться с другими работами, которые стоят $1000, и их очень-очень много. Jeff Koons decided to create object for 30 million euro dollar market. Джефф Кунс решил производить объекты для уровня рынка в 10 миллионов евро. And he has just two competitors, Anish Kapoor and Santiago Sierra. И у него есть только два конкурента, Аниш Капур и Сен Томасье. And look at these three artists, they are all three hyper rich. И все эти трое художников очень богаты. Okay? Извините, пожалуйста, можно последний вопрос, потому что мы все слышим, переводчица очень старается, и она уже очень устала, поэтому последний вопрос. Вопрос простой у меня. Все это очень хорошо, что вы рассказали, совершенно замечательно. Это правдиво, и можно в это поверить. Но что делать, если рынок отсутствует и его не существует? Что делать Джеффу Кунсу и нам, сидящим художникам, которые здесь сидят? Вот его просто нету. Вот у нас здесь его нету. Market do exist. I've seen Hugo Boss shops, Рынок существует, я видел в магазинах Hugo Boss, Ermenegildo Zegna, Armani, Armani, restaurants, casino. These people, they buy art. рестораны, казино, и это люди, которые покупают искусство. If there is a Armani shop here, this is just because there is people that can buy an Armani suit. Если здесь есть магазин Armani, значит здесь есть люди, которые могут позволить себе костюм от Armani. Otherwise, the Armani marketing chief is fired. В другом случае люди, которые занимаются маркетингом Armani, отсюда бы ушли. But probably this person in his house has paintings by British or Italian or American artists. Но, скорее всего, у этого человека в дома висят картины британских, американских или итальянских художников. You can start to reason
Вы можете попытаться уговорить, about the opportunity поговорить о возможности to produce objects that these people will buy. Производить предметы искусства, которые эти люди начали покупать. You can call this commercial art, Вы можете назвать это коммерческим искусством, but you can also call it your stairway to power. но вы также можете это назвать это своей силой на стероидах. In Italy, we have an artist that mocked up everybody, is Maurizio Catalan. В Италии у нас есть художник, который над всеми поиздевался, Марицио Кателлани. He sells his own sculpture, I mean the sculpture of his face, Он продает скульптуры его собственного лица, popping up from the floor like this, выглядывая из пола from a hole, for 3 million euro. за 3 миллиона евро. And some years ago, he declared his career finished. И кто-то говорил, что его карьера будет закончена на этом. And to symbolize this, he did a gift to the city of Milan. Он сказал несколько лет назад, что он заканчивает свою карьеру, и чтобы символизировать это, он подарил городу Милану It's a statue he paid himself. Скульптуру, которую он сам создал и за которую сам заплатил за установку ее. It's in front of Milan Stock Exchange Palace. Которая находится перед Миланской биржей, So the symbol of finance. которая является символом финансового мира. And the sculpture, which is 10 meters tall, И эта скульптура, 10-метровая скульптура, is in white marble from Carrara, сделана из белого мрамора and represents this. и изображает средний палец, обращенный к бирже. And it's just his gift, conquering the economic power. He had the chance to say, fuck you to finance. И это его подарок, обладая финансовой возможностью, силой, у него был шанс послать в финансовый мир. Anyway, I think you are in market development. Я думаю, вы находитесь на рынке, ваш рынок развивается. This Gazprom Bank involvement in the visual cultural production process Вовлечение Белгазпромбанка в культурный визуальный процесс it's not about institutions. не говорит о каких-то институциях. A bank knows what's a value and what is not a value. It's his job. Банк знает, что ценно, что нет, это его работа. And I already had the occasion to say that in Italy we had an experience between art and bankers. И я уже говорил, что в Италии у нас был один опыт, когда отношения банкиров и художников подошли к очень близким отношениям. Was 500 years ago, the banker's name was Lorenzo de Medici. Это произошло 500 лет назад. Банкира звали Лоренцо де Медичи. And when he started to deal with art, И когда он начал заниматься искусством, what happens after, we call this Renaissance, произошел ренессанс, возрождение. rebirth. So be trusty in economic players that are interested in local culture. Так что у нас есть здесь есть экономические игроки, которые заинтересованы в местной культуре. And ask them to support you. И попросите их поддержать вас. It's their duty. Это их обязанность. They can buy your artworks for nothing now. Они могут купить ваши работы за очень маленькую цену сейчас. Make a huge collection. Создать большую коллекцию. And in 10 years, И через 10 лет have a multiplying value их ценность увеличится. that no finance tool can give them. И никакой другой финансовый инструмент не может им этого дать. And I'm sure it will happen. И я уверен, что так и будет. Valentina is here to kidnap me.
большое Стефану, спасибо большое нашей замечательной переводчице Анне. И вам спасибо за внимание, за интерес. Будем рады видеть вас на остальных мероприятиях и на площадках фестиваля Арт Минск. Спасибо. Спасибо, Стефану.